Вот смотрите, друзья, нагляднее некуда просто. Вот это типа наш таз, вот он пошел позвоночник, позвоночник, позвоночник. Смотрите, что происходит. Наш позвонок, и мы ставим на него другой позвонок. Видите, что происходит? Башня рассыпалась. А вот если мы, видя какая ситуация, мы не будем ставить прям позвоночник на позвоночник, а поставим немножко в противовес сюда как бы в сторону, то вся конструкция в целом приобретет устойчивость. Но что и как это будет выглядеть? Это будет выглядеть как раз как сколиоз. То есть вот это в вашем организме и будет сколиоз, отклонение от центральной оси. Но это не заболевание позвоночника. Организм делает это специально для того, чтобы эта башня как бы стояла и была устойчивой. То есть другими словами, сколиоз это не болезнь организма, не болезнь позвоночника, а добровольный выбор организма как компенсация, как костыль. Потому что уже что-то раньше на более нижних уровнях перетянуло позвонок в сторону, и то есть нарушилась вся устойчивость башни. А у вас там болит, и вы думаете, что ваша проблема в сколиозе, и вы идете, получается, к специалисту, там, к доктору или к массажисту, и работаете с этим местом, потому что вы думаете, что ваша проблема там, а это уже следствие. А истинная причина в другом месте. И вот сейчас я вам объясню, откуда берется вообще вот этот сколиоз и любое явление, любая проблема в позвоночнике. Это все имеет другой корень, психологический, и это зависит от такого явления, которое я называю зажимы. Вот смотрите сюда, друзья. Вот это ваш скелет. Вот он, ваш позвоночник. Вот позвонок на позвонке. То есть в норме, в идеале, естественно, это должно быть вот красиво, ровно, идеальная конструкция, идеальная башня. Но у вас есть вот такое, нарост из мышц, из мяса. И самое главное, причина всех вообще перекосов в вашем организме, в осанке вашей, большинства болезней и так далее, это вот этот вот кокон, он называется фасция, прозрачная пленка. То есть, другими словами, можно сказать так, что человек обвернут вот в такой, как целлофан, как в пленку, как в презерватив засунут. И вот эта пленка, она и является причиной всех наших перекосов, всех наших проблем с позвоночником и так далее. Смотрите, как это работает. То есть эта пленка, она не просто безжизненная соединительная ткань, она умная пленка. То есть там рецепторы, там датчики нашего тела. Благодаря этому вообще наше тело имеет вот именно такую форму, потому что такую форму имеет вот этот кокон. И фасция, вот эта ткань прозрачная, она имеет, как бы, знаете, как искусственный интеллект. Там рефлексы отражаются. То есть, например, страх, любая эмоция. Это не просто вот в голове какая-то мысль, а именно вот эта мысль, видите, по желтым проводкам, по нашей нервной системе, она достигает каждого участка тела, и тот участок тела реагирует. Импульс доходит туда, и наши мышцы, там, наше тело как нужно сокращается. Соответственно, при психологической травме, например, вот задействована диафрагма, как дыхательный орган. Ты испытал сильный страх, беспомощность, какую-то эмоцию. Этот импульс пошел из головы и застрял здесь. Вот этот вот фасция, кокон, который был на уровне диафрагмы, вот здесь, где ты дышал, он там залипает, и там вот становится зажим. Этот зажим, он комкает ткань, то есть он, представьте, вот это вот, видите, в норме он должен быть вот такой живот, а из-за того, что вы испытывали постоянный страх, постоянный какой-то тревожный стресс, то есть оно зажимается и перетягивает ткани на уровне здесь, живота, возле пупка, вот здесь вот на груди, и смотрите дальше, что происходит, то есть ткань-то вот она, вокруг нашего тела обвернута, а представьте, что здесь вот сжалась и здесь, то есть спереди перетянула. Если перетянет спереди, вот видите, оно вперед вот так вот на себя тянет, на себя, то, соответственно, автоматически весь кокон сзади пойдет тоже в сторону впереди. А как это будет называться? Это будет называться как раз таки сутулость и так далее. То есть все, испортится уже общий силуэт нашего организма. А плюс к тому же, смотрите сюда, то есть эта фасция, видите, эта фасция, она бывает различных уровней. То есть она не просто вот как пленка однородная. То есть она бывает на разных этажах, как бы на разных уровнях. Добавляем раз кусочек, два кусочек, видите, вдоль позвоночника. Хлоп-хлоп-хлоп. То есть это разные глубины. Получается, такую ситуацию мы имеем, что вот все наши позвонки вокруг, вот оно в этой паутине, вот в этой фасции, в коконе. И получается, когда ты испытываешь страх или какую-то эмоцию сильную, тревожность, сильные эмоции, они отражаются вот в этой умной пленке. И получается, эта пленка, бац, сжимается друг с другом. Если она сжалась друг с другом, это будет называться остеохондроз и потом впоследствии грыжа. Но если она, допустим, с этой стороны зажалась, а с этой нет, то получается, она вытянет позвоночник в эту сторону. И получится тот самый зачаток будущего сколиоза. То есть вот сюда этот позвонок, допустим, вытягивает в эту сторону, то организм не дурак, он примет решение здесь примерно, где-нибудь на грудном отделе, как в компенсацию
поставить, чтобы башня устойчивая была. Точно так же, как вот детский конструктор. Здесь в сторону и здесь в сторону. Тогда вся конструкция более-менее будет стоять. И, конечно же, это будет плохо, это будут боли, это будут проблемы вот тех органов, которые находятся на этой высоте. Но организм считает так, что лучше плохо, но, по крайней мере, возможность существования, чем просто вот ты сделаешь вот здесь, и вся перекосится херня, весь организм просто сломается, как, знаете, как кривая башня будет, как пизанская, ты будешь ходить как? Так же, как пизанская башня стоит. То есть, конечно, он пытается тебя выровнять как может. Но вот эти вот места выравнивания, это называется сколиоз. И их трогать ни в коем случае нельзя, никогда. И даже вот этот позвоночник трогать тоже не надо. А знаете, что надо трогать, чтобы эта вся система работала? Вот я сейчас вам покажу, что нужно делать. Вот он, наш фасциальный кокон. И где это все зарождалось? То есть, соответственно, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть, спереди и на уровне фасции. И поэтому именно мы и делаем на моем проекте «Создатель». Мы убираем вот здесь клеммы, зажимы. То есть, вот эти вот места залипших эмоций и импульсов. Мы убираем их по передней части тела. Автоматически, получается, выходит и психологическая эта травма, которая там была, и плюс тело распрямляется, то есть спереди. А когда распрямляется спереди, то все, что сзади способствовало вот этому перекосу, оно тоже расслабляется. Плюс мы работаем также вот с этими междупозвонковыми расстояниями, то есть мы не воздействуем туда, как мануальщики или что-то, мы не так работаем. Мы работаем чисто это через снятие зажимов. То есть это новый взгляд на психологию, на анатомию, на здоровье, потому что практически каждая причина так или иначе в конечном итоге упирается в то, что у тебя именно есть зажимы, то есть зажимы перекашивают работу всего твоего организма. И вот смотри, допустим, дальше, вот уберем сейчас нервную ткань, уберем вот этот позвонок, да, все. То есть вот смотри, каждый позвоночник, вот, он имеет определенную высоту, то есть вот они позвоночники. То есть получается внутри твоей грудной клетки есть различные органы. Вот здесь сердце, допустим, да, здесь там желудок, поджелудочная железа. И вот вся наша брюшная полость набита органами. Если мы вот включим нервную ткань, включим кровь, да, смотри. Видишь, что на каждом уровне, вот, допустим, есть вот здесь определенного рода отходят артерии, вены крупные, вот они, вот здесь сердце. Но оно запитывается энергией по этим желтым проводкам. То есть получается, вот если этот позвоночник сядет на этот, то орган, который будет на этой высоте, в частности сердце, начнет работать очень плохо. Там начнутся сбои, перепады с давлением и так далее. Вот на этом уровне, где желудок, если начнется, то будет у нас то, что называется гастрит дальше, язвы и так далее. То есть таким образом, понимаете, как вот просто включите масштаб. То есть все работает, по сути, от позвоночника, потому что он запитывает все. Но позвоночник работает криво из-за фасциального кокона. А фасциальный кокон работает криво из-за того, что здесь спереди, на передней части нашего тела садятся эмоции. Вот эти вот те самые психотравмы. То есть они не в голове твоих воспоминания, а они здесь в виде зажатых импульсов. И импульсы идут в голову, и ты это уже как бы эти импульсы расшифровываешь как мысли о прошлом, о плохом. То есть вы понимаете, революционность это просто нечто, это совершенно другой взгляд на человека. Поэтому система и называется «другой взгляд на человека». Мы прорабатываем зажимы по передней части нашего тела. У нас все выравнивается, у нас проходят сколиозы. Это все здесь находится, вот в фасции. То есть твоя личность это и есть подсознание. Подсознание, то есть есть голова, это сознание. Есть под сознанием, то есть под головой. То есть наше подсознание базируется файлами вот в этом теле, вот в этой фасции, в этой пленке. Я не знаю, если у тебя сейчас в голове не произошел бау, типа переворот, то ты зазомбирован, друг. Ты просто зазомбирован, потому что все, что я говорю, это является ключом к тому пониманию, что ты, как ты работаешь, почему, для чего и как убрать практически любую проблему, как психологическую, так и физическую. И вот так через эту карту, через эту фасу, через эти зажимы я могу тебе объяснить практически любое явление твое. Панические атаки, тревожность, любые неврозы. Все, это все объясняется здесь, через тело. Смотри, на моем канале есть это все. Читай мою книгу «Другой взгляд на человека». Я там это все объяснил, разложил. Не как здесь за 10 минут, а прям вот на 300 страниц. Но абсолютно простым человеческим языком. И у меня есть проект «Создатель», в котором мы разбираем вот так поэтапно. Отношения, проблемы, там были такие-то психотравмы, там с родителями. Бац, вот она грудь, что это, как это, почему, где берется, что перетягивает, как снимать. И по итогу, бац, у тебя открывается это все, инстинкт власти, инстинкт сексуальности. Все эти вещи, меняются мысли в голове автоматически. Реально, то есть это самое глупое, что можно делать, это работать с головой, когда ты не проработал зажимы в теле. Это получается как драться с тенью. Это годы и бессмысленные годы. А здесь за 1 месяц человек меняет и внешность, и психику свою. Поэтому каждый выбирает то, в каком он веке живет. То есть мы живем, друзья, в 21 веке, я даю знания 21 века. А если вы предпочитаете 19 века, то это как бы лично ваш выбор.
Будьте здоровы, берегите себя. Пока.